Играю я, значит, в Genshin Impact. Прохожу события про архипелаг Золотого Яблока. Там ты отправляешься в мир грез каждого из героев. И как-то смотрю на разные интересные механики. Кто играл, тот помнит. И вот, решил завести рубрику на своем канале про реализацию игровых механик из разных игр. Не только Genshin. Эту рубрику назвал Rebel Copy Games. А первой механикой будет лифт из мира грез Фишель. Он очень простой, и надеюсь, тебе такая тема зайдет. Вот справа видишь мою реализацию этого лифта. Я не делал акцент на графику и материалы, но тем не менее, 3D модели касательно лифта мои, материалы тоже, окружение из бесплатных ассетов, управление от первого лица тоже из бесплатного ассета. И все это решил сделать на High Definition Render Pipeline. Давно хотел его опробовать. Что ж, заинтересовал тебя? Тогда погнали. Охайо, зритель, ты во вселенной Rebel, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Подписывайся на канал, а также на все, что можно в описании этого ролика. Не пожалеешь. Итак, когда играл, я уже изучал, как работает лифт, чтобы понять, как мне его делать. Но прежде чем я скажу, что именно я заметил для себя, какие входные данные я собрал для работы с лифтом, хочу, чтобы такие видео ты не просто смотрел и копировал мои мысли и решения. Потому сейчас, без моего голоса, посмотри на отрывок из игры и подумай, что мы можем взять из геймплея, чтобы это помогло нам реализовать механику. На следующем тайм-коде я скажу, что именно я заметил для себя. Вот что я заметил, смотря на этот левитирующий кусок металла. У нас есть две точки, между которыми он ездит, точнее поднимается. Потом, скорость его передвижения одинаковая, и пофиг какое расстояние между точками. И последний момент, это он вращается не больше, чем на 180 градусов. В игре только два варианта вращения, 90 и 180. По сути, больший угол и не нужен, потому что если вращаться на 270 градусов, то это значит, что можно повернуться просто на 90 градусов в другую сторону. А если 360 градусов, движение без поворота. Также есть плиты, которые вызывают лифт, если он находится в другой точке. Итак, вот такой у меня результат работы. А как его сделать, сейчас вкратце расскажу. Старался делать не слишком сложно, но и не прямым решением в лоб. Перед кодом покажу в целом сцену. Как и сказал, это High Definition Render Pipeline. Сцена со своими настройками света, окружением, есть туман, небо, маленький постпроцессинг и тому подобное. Сейчас речь не об этом, но видос про High Definition Render Pipeline будет в будущем, так что подписывайся. Из ассетов есть пакет с окружением и игрок от первого лица. В нем только префаб, скрипт и спрайт. Но посмотри на этот скрипт. Что еще надо для таких тестов? Настройка камеры, зум, скорость игрока, спринт, стамина, прыжок, движение головой. Бам! Круто и полезно. По ассетам все. А вот 3D модель лифта и нажимной плиты уже сделал сам. Реф брал с оригинала, то есть с игры, но не передавал каждый кусочек. Это не было основной целью. Перейдем к самому сладкому, механике. Итак, вся система лифта — это вот такой префаб. На сцене его будет проще воспринимать. В корне висит основной скрипт, а в дочерних объектах две точки и две нажимные плиты. Итак, в основном скрипте кидаем в начало две точки. Я думаю, тут понятно. Эти точки, между которыми идет движение лифта. Дальше префаб самого лифта. Потом, где будет его стартовая позиция, снизу или сверху. Дальше указываем, куда будем поворачиваться. В данном случае это поворот направо на 90 градусов. А в конце динамические параметры. Я люблю часто выносить такие вещи в инспектор, чтобы наблюдать, как все работает. Потом с тобой тоже это посмотрим. Потому эти параметры заполнять и не нужно. На втором лифте все так же, только спаун сверху
И поворот делаем на 180 влево. Разница разве что еще в том, что тут я добавил такой триггер, который чисто визуально показывает шахту лифта. Потому его можно скопировать и вставить в первую версию. Таким образом можно двигать этажи впритык к шахте лифта. Теперь погнали смотреть под капот этого чуда. Все методы я свернул, будем их разворачивать как конфеты по очереди. Итак, сверху все то, что уже разобрали. Точки, префаб, где спауним и куда вертим. А в конце динамические параметры. Их будем смотреть постепенно, включая вот это приватное поле. Начнем с NM. Я их прописал внизу. Первый для стартовой позиции, второй для поворота. У меня тут поворот направо и налево для двух углов 90 и 180 градусов, а также 0 градусов для того, чтобы лифт не поворачивать, то есть он просто поднимается вверх без поворота. Идем в первый метод, метод старт. Вначале говорим, что анимации у нас нет. Зачем это первое динамическое значение? Движение лифта активируется с помощью триггера, вот его префаб. Внизу коллайдер, чтобы мы не проваливались, а вот капсула, это триггер. То есть как только мы входим в него, мы активируем движение. Потому если мы каким-то образом выйдем с триггера и снова войдем в него во время движения, то ничего не произойдет, что верно. А проверяем мы это с помощью поля из Animation. Вот посмотрим, как оно работает в сцене. У нас сейчас false. Заходим в лифт и бам, поехали. И поле из Animation true. Если мы спрыгнем, то все равно лифт едет дальше, и как только доедет, из Animation снова false. Как это проверить в коде, покажу дальше. Потом все в том же методе start проверяю, где должен быть лифт. И исходя из этого записываю в переменную currentPostButton значение. Переменная не зря так называется. Если она true, тогда лифт снизу. Если false, тогда он сверху. А потом проверяем, если снизу, то спавним лифт в нижней точке, иначе в верхней. Этот лифт записал в приватное поле Air Elevator Spawned типа GameObject для подписки на события, которые ниже. А в onDisable отписываемся. Зачем оно тут нужно? Точнее, где я делаю invoke? А делаю я его в скрипте Air Elevator Trigger, где беру action onTriggerEnter Elevator, где беру вот такой action. Этот скрипт висит на префабе лифта. В нем идет просто обработка триггера. Вот мой action, а ниже два самые обыкновенные метода onTriggerEnter и onTriggerExit. onTriggerExit пока не трогаю, расскажу позже, как и про строку 15. Пока достаточно посмотреть, что у префаба есть триггер капсула. И как только мы туда заходим, то проверяем. Если это игрок, вот его тег, тогда мы инвокаем наш action. При инвоке запускается метод moveElevator, что понятно по названию движения лифта. Тут проверяем, что если он еще не в движении, тогда запускаем карутину start moveElevator. Она самая сложная из всего кода, потому разберем по частям. Первая часть — равномерное движение вверх, а вторая — это вращение. Для простоты восприятия комментирую часть с вращением. И пока разберем только прямолинейное движение. Тут часть из вас, наверное, вспомнила курс школьной физики. Итак, сначала, перед движением, ждем 1 секунду. Эта строка несет больше эстетический смысл, чем практический. Просто чтобы лифт начал движение не сразу, как только зайдем, а через какое-то время, примерно как в реальной жизни. Такие мелочи очень важны в играх, именно они зачастую передают реализм с точки зрения механики. Дальше, из Animation, true, значит анимация началась. Дальше метод, который вернет точку, в которую нужно двигаться. Если мы находимся внизу, тогда будем ехать к верхней точке. Если находимся сверху, тогда к нижней. Дальше у меня цикл. Пока дистанция между текущим положением лифта и целевым не будет близка к нулю, мы делаем две команды. Первая — это шаг смещения объекта, нужно умножить скорость на время. Получим расстояние, на которое нужно сместить лифт. Но так как мы работаем с физикой, тогда лучше использовать Fixed Delta Time, чтобы не было рывков и тому подобное. Скорость беру из отдельного скрипта с константами. Этот скрипт специально создал для каких-то глобальных значений механики. И да, скорее всего, такое название скрипта я буду использовать в этом проекте и для других механик, потому каждый скрипт у меня в конкретном namespace,
чтобы в будущем ничего не конфликтовало и каждый скрипт имел свою область видимости. Дальше позиция лифта меняется через вектор 3 move towards, где передаем текущую позицию лифта, точку назначения и расстояние для смещения. Все просто. Потом ждем конца кадра, в нашем случае лучше использовать wait for fixed update, потому что опять идет работа с физикой. Итак, пока мы не достигнем финальной точки, мы будем в этом цикле. Так как fixed delta time фиксированный, то его не обязательно постоянно пересчитывать. Но оставил так для наглядности, это вообще никак не усложняет вычисление. Уточняю для тех, кто забыл, почему тут работа идет с физикой. Дело в том, чтобы сработал onTrigger Enter или onTrigger Exit, нужно выполнить условия. Объект, который входит в триггер, должен иметь rigid body и коллайдер. Смотри, наш лифт имеет триггер, тут галочка стоит. Box коллайдер такое не обрабатывает, он только отвечает за столкновение, галочка не стоит. А вот капсула — это триггер. А на нашем герое есть тоже капсула, но она коллайдер. И есть rigid body. Именно поэтому onTrigger Enter работает. А rigid body — это физика, потому лучше писать fixed delta time и wait for fixed update. Иначе будут подергивания при движении, что жуть как плохо и неприятно, но можешь сам поэкспериментировать. После того, как достигли конца, я специально ставлю лифт конкретно в финальную точку, для того, чтобы убрать погрешность перемещения. Она может быть очень мизерной, поэтому никаких заметных дерганий не будет. Дальше анимация завершена, текущая позиция снизу уже будет false, так как лифт наверху, и целевую точку обнуляем. Давай посмотрим это движение с динамическими параметрами. Запускаем, смотрим, что движения нет, позиция снизу, цели пока нет, а угол пока не трогаем. Заходим в лифт и едем вверх, через 1 секунду, без вращения. Справа видишь, что движение уже есть, текущая позиция пока снизу, цель — точка сверху. Как только доехали до конца, анимация выключилась, позиция уже не снизу, а целевой точки нет. Разберем теперь вращение. Эта задача чуть сложнее, так как у нас равномерное движение, и скорость вращения будет зависеть от расстояния и угла, на которое нужно будет повернуться. Потому изначально узнаем расстояние, которое проедет лифт. Это будет модуль разницы позиций по Y между точками. Дальше, чтобы узнать время, нужна еще и скорость. Скорость уже есть. Теперь считаем время. Это будет результат деления расстояния на скорость. Тут использую самую простую формулу со школьного курса физики для равномерного движения, где расстояние равно скорость умножить на время. Теперь нам нужно узнать угол, на который надо повернуть лифт. Для этого я упростил себе задачу, создав enum Rotation Settings Angle. В методе Calculate Angle Rotation я и узнаю нужный угол, результат которого записывается в последнее динамическое поле Angle to Rotate. Тут, я думаю, и так все понятно. Жми на паузу, если нужно больше времени на восприятие кода. Следующий расчет — это шаг угла. Для этого угол делим на время. И последний расчет Step Angle умножаем на Fixed Delta Time для плавности движения. Тут принцип такой же, как и строка выше. А дальше с помощью Rotate вращаем лифт вокруг оси Y на нужный шаг. Когда дошли до конца, также приравниваю вращение к целевому, чтобы избавиться от возможных погрешностей, а в конце сбрасываю угол, хоть это и не столь важно. Вот такую сложную карутину мы с тобой сейчас разобрали. Надеюсь, не очень загрузил. Если было сложно, то почитай в сети про равномерное движение, обновив в памяти. Давай глянем на результат движения с динамическими полями. Итак, тут почти все показал. Осталось немного. Это способ вызова лифта с помощью нажимной плиты, как в оригинале. Тут все очень просто. На префабе плиты есть скрипт и триггер. Триггер, надеюсь, уже понятно зачем, и можешь догадываться, что будет в скрипте. В скрипте два поля. Первое — это ссылка на основной скрипт с механикой. Тут можно было сделать снова через action, но решил показать и такой способ. Почему нет? А второе поле, где находится плита, сверху или снизу.
Перемена называется isBottomCallFloorButton. Значит, этот параметр true, если плита снизу, false, если сверху. По аналогии с полем currentPostBottom. Дальше метод onTriggerEnter. В нем проверяем, если это наш игрок и лифт стоит на месте, значение из animation даю только на чтение, тогда с главного скрипта вызываем метод callElevator, куда передаем, какую плиту мы нажали. Это последний метод в этом большом скрипте. У него тут все очень просто. Если мы нажали на кнопку снизу и лифт стоит сверху, тогда запускаем движение. Или если нажали на верхнюю плиту, а лифт снизу, тогда тоже можем вызвать лифт. Во всех других случаях мы его вызвать не сможем, потому что другие случаи это когда лифт уже возле нас. И самое последнее, это 15-я строка и метод onTriggerExit. Зачем они? Смотри, уберу их и что будет? Когда мы едем вниз, мы постоянно подпрыгиваем, потому что игрок и лифт отдельные объекты. И как только лифт едет вниз, на игрока действует сила гравитации, и он догоняет лифт. Как только догнал, остановился, а лифт дальше едет вниз. Думаю, логика понятна. Так вот, я это решил просто добавлением игрока в дочерний объект лифта. Как только зашли в лифт, герой становится дочерним объектом к лифту. Как только вышли, герой отдельный объект, parent равно null. Кстати, весь проект не только эта механика. Это будет глобальный мой проект, где будут собраны все механики, что буду делать. Внутри все будет красиво оформлено, точнее уже организация соблюдается, и все публикую на Git. Весь проект в таком виде, как ты его сейчас видишь, могут получить мои патроны или спонсоры канала. Условия читай на соответствующих ресурсах. Финальный штрих. Это настрою для тебя новый лифт. Без комментариев, просто смотри. Вот и все, такой прикольный лифт получился. Мне самому понравилось таким заниматься. Если тебе тоже интересно такие видео смотреть, ставь лайк, делай подписку и ставь колокольчик, чтобы сразу смотреть новые видосики. Кстати, следующая механика планируется тоже из Геншина и даже с этого же события. Не пропусти. Спасибо, что посмотрел до конца. Сайонара.